Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов с сайта на платформе CS-Cart в нужную вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из CS-Cart в другие системы. Например, вы сможете отправлять эти данные по Webhook в нужную вам систему, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Cart. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по всем новым заказам, выбираем действие «Загрузить заказы новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт CS-Cart к сервису Apex Drive. В этом окне нужно указать домен, логин и ключ API. Для того, чтобы получить домен, переходим в личный кабинет CS-Cart. Копируем доменное имя из адресной строки без дополнительных символов. Далее необходимо указать логин пользователя CS-Cart. Теперь необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, возвращаемся в личный кабинет CS-Cart. Далее переходим в настройки профиля. Теперь на вкладку API доступ. Нам необходимо сгенерировать новый ключ API. После этого копируем его и не забываем сохранить изменения. Обратите внимание, чтобы был включен доступ к API для этого пользователя. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы CS-Cart дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных CS-Cart успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Далее необходимо указать действие. Отправка данных. На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название, а также вам необходимо прописать URL для отправки данных. Эту ссылку вы можете сгенерировать в системе, в которую планируете передавать данные по Webhook. Для того, чтобы узнать, как это сделать, вам необходимо обратиться в службу поддержки этой системы или к их справочным данным. Для примера я покажу, как сгенерировать эту ссылку в системе Apex Drive в источнике данных Webhook. Для этого создадим еще одну связь, где в источнике данных будет Webhook. Эту ссылку вставляем в связи, которую мы настраиваем. Именно на нее будут приходить новые заказы из CS-Cart. Ваша ссылка, которую вы сгенерируете в той системе, в которую хотите отправлять заказы из CS-Cart, будет выглядеть примерным образом. Когда вы создали новый виртуальный аккаунт, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать тип отправки, а также прописать параметры. В поле названия вам необходимо указать название переменной,
в которые будут передаваться данные. Эти названия вы можете взять из справки системы, в которую хотите передавать данные по webhook, или обратиться в их техническую поддержку. Я же пропишу самые стандартные названия для полей. В поле значения вам необходимо указать, какую переменную из CS-карт передавать с таким названием. Для того, чтобы появился еще один набор параметров, кликаем «Добавить». Когда все необходимые параметры составлены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в нужную вам систему по webhook на указанную ссылку с названиями и значениями переменных, которые вы настроили. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в webhook». После успешной отправки вам необходимо перейти в систему, в которую вы хотели отправлять данные по webhook, и проверить результат. Я же проверю этот результат в созданной связи для примера. Как видите, названия переменных и значения пришли в таком виде, как мы настраивали. Если вас все устраивает, продолжаем настройку. На этом настройка приема данных webhook успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Связь, которую мы создавали для примера, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!